Добрый день, с вами Наталья Рожнова. Вы на канале Натали Той Джой. Наступает Новый год, поэтому предлагаю вам связать со мной вместе новогоднего лося. Сразу хочу поблагодарить Юлию Сарапину, которая в комментариях подала мне эту замечательную идею. За основу лося я взяла тело и одежду игрушек из серии «Малыши-пухляши», которые вяжутся по одной схеме и представлены на моем канале. Мы уже связали мышек, кошечек, зайчиков, медвежат и свинок из этой серии. Каждого по паре, девочку в платье и мальчика в свитере. Но лось-мальчик у меня останется одиноким, без пары, так как мне кажется, девочка-лосиха это как-то не актуально и непривычно. В этом видео я вам покажу, как вяжутся только отличительные детали именно для лося. Это ушки, нос и рога, а также как пришить эти детали к игрушке и вышить снежинки. А как связать тело и свитер для него, вы можете посмотреть в мастер-классе про мышек-пышек. В первой части я подробно показала и рассказала, как связать тело, как ввязать в него ручки и вставить глазки. А во второй я довязала одежду, в том числе свитер для мальчика. Ссылки на обе части я оставлю под видео. Если вам понравился мой новогодний лось, давайте вязать вместе. Я заранее связала тело и свитер лося. Для этого я использовала два цвета – коричневый и красный. А последний ряд воротника и низ свитера я вязала пряжей норка белого цвета, чтобы лось был именно новогодний. Это Yarn Art Mink, состав 100% полиамид, метраж 50 грамм на 75 метров. У тех, кто вязал со мной белую крыску и Дед Мороза со Снегурочкой, эта пряжа должна остаться и как раз сейчас пригодится. Единственный нюанс – низ свитера и сам воротничок я вязала, не переворачивая игрушку вниз головой, чтобы в конечном итоге ворс лежал правильно. Здесь он направлен наверх и здесь хорошо смотрится. Сегодня нам понадобится пряжа коричневого цвета, это основной цвет тела, для ушей и носа, и пряжа светло-коричневого цвета или телесного для рогов. Все это пряжа Yarn Art Baby, 100% акрил, метраж 50 грамм на 150 метров. А для вышивания снежинок подойдет любая пряжа белого цвета. У меня это Yarn Art Ideal, 100% хлопок, метраж 50 грамм на 170 метров. Начнем с самого легкого. Свяжем ушки. Одно я уже связала, вот так оно выглядит. Свяжем второе ушко вместе. Берем пряжу коричневого цвета и вяжем первый ряд 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем второй ряд. 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Теперь вяжем 2 ряда по 9 столбиков без накида в каждом. Пятый ряд. 1 столбик без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Теперь вяжем 2 ряда по 6 столбиков без накида в каждом.
конце делаем один соединительный столбик в первую петлю последнего ряда. Все, связали ушко, обрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик для пришивания. А кончик от кольца амигуруми прячем внутрь. Вот таким образом мы связали с вами ушко. Для того, чтобы связать носик, берем пряжу коричневого цвета и, сделав узелок, наберем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В первом ряду будем обвязывать цепочку из воздушных петелек столбиками без накида по одной и по другой стороне цепочки по кругу. Для этого, начиная со второй петли от крючка, вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. В пятую воздушную петлю провязываем сразу 3 столбика без накида. 1, сюда же второй столбик без накида и сюда же третий столбик без накида. Продолжаем вязание вокруг цепочки. Переходим на другую сторону и в четвертую воздушную петлю провязываем 1 столбик без накида. В третью воздушную петлю вяжем тоже 1 столбик без накида. И во вторую сразу 2 столбика без накида. 1 и сюда же второй столбик без накида. По кругу у нас должно получиться 10 столбиков без накида. Вяжем второй ряд. 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз. Теперь вяжем 3 ряда по 15 столбиков без накида в каждом. Шестой ряд. 1 столбик без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. Теперь, сложив деталь пополам, чтобы первый ряд находился строго горизонтально, набиваем деталь наполнителем. Вот мы набили деталь наполнителем, и теперь нам необходимо выйти на середину верха детали. Для этого довязываем 3 столбика без накида. Складываем деталь еще раз пополам, уже по-другому, и совмещаем все петли друг с другом. Будем провязывать 5 столбиков без накида за оба края, закрыв этим самым деталь. Для этого вводим крючок в следующую петлю по ходу вязания, а выводим его из предыдущей. Провязываем первый столбик без накида. Вяжем еще 4 столбика без накида. У нас первый ряд должен быть
горизонтальным, а последний вертикальным. Видите, как должно получиться? В конце делаем одну воздушную петлю и обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания этой детали к голове игрушки. Вытягиваем нить. В итоге носик выглядит вот так. Мы его будем пришивать к игрушке вертикально по прямой линии, сверху вниз за петли последнего ряда. При этом первый ряд должен располагаться параллельно воротничку. Если у вас носик получился кривой, то в начале 7-го ряда необходимо провязать не 3 столбика без накида, а 2 или 4, чтобы выровнять направление рядов относительно друг друга. Итак, носик готов, займемся рогами. Рога – это самая сложная деталь, на мой взгляд, в этой игрушке. Вяжутся они немного необычно и непривычно, но зато такая форма не требует каркаса из проволоки. Они хорошо сами по себе держат форму. Это основа рогов, а это 3 веточки. Крайняя самая высокая, средняя поменьше и ближняя к голове самая короткая. Для них я использовала пряжу светло-коричневого цвета, чтобы выделить их на фоне игрушки. Вы же можете вязать их основным цветом коричневым, если вам так больше нравится. Свяжем вторую деталь вместе. Берем пряжу светло-коричневого цвета и вяжем первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия, и прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Третий ряд 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. В 4-м ряду будем вывязывать отверстие для самой длинной веточки. Для этого набираем 4 воздушные петли и, пропустив 4 столбика без накида предыдущего ряда, 1, 2, 3, 4, начиная с 5 петли, провязываем 8 столбиков без накида. Вот у нас получилось отверстие. Теперь нить контрастного цвета надо перекинуть. И вяжем 5-й ряд. 4 столбика без накида по 4 воздушным петлям, а затем 8 столбиков без накида. Провязали 4 столбика без накида в цепочку из 4 воздушных петелек, вяжем 8 столбиков без накида. Шестой ряд 12 столбиков без накида подряд. Перекидываем нить контрастного цвета, а хвостик от кольца амигуруми спрячем внутрь детали, он нам мешает.
Седьмой ряд аналогичен четвертому. Набираем 4 воздушные петли, пропускаем 4 столбика без накида и, начиная с 5 столбика, провязываем 8 столбиков без накида. Перекинем нить контрастного цвета и вяжем 8 ряд. 4 столбика без накида в 4 воздушные петельки, а затем 8 столбиков без накида. Получилось второе отверстие. Вяжем 9 ряд, 12 столбиков без накида подряд. Десятый ряд вяжем так же, как и 4 и 7. Набираем 4 воздушные петли, пропускаем 4 столбика без накида и, начиная с 5, провязываем 8 столбиков без накида. Опять перекидываем нить контрастного цвета и вяжем 11 ряд. 4 столбика без накида по воздушным петлям, а затем 8 столбиков без накида. Получилось третье отверстие для веточки. И вяжем последний ряд, 12 столбиков без накида подряд. В конце делаем один соединительный столбик в первую петлю последнего ряда. Все, обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания рогов к голове. Вытягиваем нить. Нить контрастного цвета тоже можно вынуть. Делаем это с помощью крючка. Вот так мы связали основу для рогов. Такая небольшая трубочка с 3 отверстиями. Дальше займемся веточками. Каждое отверстие состоит из 8 петелек, образованных 4 столбиками без накида с одной стороны и 4 воздушными петлями с другой стороны. Начнем ввязывать крайнюю веточку. Для этого присоединим нить к 4 ряду сбоку отверстия на воздушную петлю. И проложим нить контрастного цвета, чтобы не запутаться. Теперь будем вязать 4 ряда по 8 столбиков без накида в каждом или 32 столбика без накида подряд. При этом необходимо ввязать хвостик.
хвостик мы достаточно ввязали, можно его спрятать. Он у меня получился очень длинный. Вяжем второй ряд веточки. В пятом ряду делаем 4 убавки. Все, связали первую веточку, обрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик. Вытягиваем нить. И теперь нам необходимо стянуть отверстие, которое образовалось сверху. Но для начала вынем нить контрастного цвета. Стягиваем за передние полупетли столбиков последнего ряда. Вот я стянула отверстие. Теперь можно прятать ниточку внутри детали. Для этого берем иглу. Вот мы связали крайнюю, самую длинную веточку от рогов. Теперь присоединим нить к 7-му ряду сбоку отверстия на воздушную петлю. Опять проложим нить контрастного цвета, чтобы не запутаться. И теперь будем вязать 3 ряда по 8 столбиков без накида в каждом, или 24 столбика без накида подряд. При этом хвостик опять ввязываем. В 4-м ряду делаем 4 убавки. Обрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик. Вытягиваем нить и вынимаем контрастную ниточку. Теперь будем стягивать таким же образом, как и в первом случае, отверстие за передние стенки петель последнего ряда. Теперь спрячем хвостик внутри детали. Ну и осталось нам связать самую маленькую веточку. Для этого присоединяем нить к 10-му ряду таким же образом с помощью воздушной петли. Опять прокладываю нить контрастного цвета. И будем вязать 2 ряда по 8 столбиков без накида в каждом, или 16 столбиков без накида подряд, при этом ввязывая хвостик.
третьем ряду вяжем 4 убавки. Связали третью веточку, вынимаем нить контрастного цвета, обрезаем ниточку, вытягиваем и стянем отверстие, которое образовалось в конце. Точно так же за передние полупетли столбиков без накида последнего ряда. Ну вот и все. Спрячем ниточку. Теперь необходимо набить деталь наполнителем. Набиваем и веточки. Вот мы и связали рога для нашего лося. Таким образом, у нас с вами есть все детали для будущей игрушки. Это тело в новогодней одежде, 2 ушка, рога и носик. Нам осталось только пришить эти детали к телу игрушки и вышить белые снежинки на одежде. Сначала пришьем носик. Для этого вывернем воротничок, чтобы он нам не мешал, и присоединим нос строго горизонтально, непосредственно под глазами, по центру. И начнем пришивать, как я вам уже и говорила, за петли последнего ряда сверху вниз по прямой линии, прямо через край. В конце сделаем узелочек и спрячем ниточку внутри игрушки. Вот мы с вами и пришили носик. Возвращаем воротничок обратно. Теперь займемся рогами. Присоединим рога к голове игрушки английскими булавками строго по бокам. Я это делаю на глаз. Вот такое расположение меня устраивает. Будем пришивать, захватывая петельки головы и петельки последнего ряда детали по кругу, при этом хорошо натягивая ниточку. Вот мы пришили одну деталь. Хвостик я пока не закрепляю и не прячу внутри игрушки. Необходимо пришить вторую деталь, убедиться, что они пришиты ровно и симметрично. Только после этого будем прятать все хвостики. Точно так же пришиваем вторую деталь.
Вот я пришила вторую деталь. Теперь можно делать узелочки и прятать ниточки внутри игрушки. Рога пришиты. Ну и осталось нам только присоединить ушки. Ушки присоединяем английскими булавками непосредственно под рогами. Вот так. И будем пришивать прям за оба края к телу несколькими стежочками. Тут плохо вам будет видно, но я думаю, что вы разберетесь. Одно ушко пришито. Точно так же пришиваем второе ушко. Ушки пришиты, рога и нос пришиты. Осталось только вышить снежинки на одежде нашего лося. Вставляем пряжу белого цвета в иглу, вводим иглу где-нибудь сбоку, выводим ее там, где будет снежинка. Хвостик необходимо оставить снаружи. И вышиваем. Теперь возвращаем иглу туда, где у нас хвостик первоначальный. Связываем два кончика нити двумя узелочками и прячем хвостики внутри игрушки. Для этого вводим иглу в основание узелочка, а выводим в другом месте. Натягиваем так, чтобы узелок ушел внутрь, и обрезаем ниточку. Второй кончик тоже прячем. Вот мы и вышили снежинку на одежде нашего лося. Вышиваем таким же образом столько снежинок, сколько нам хочется. В итоге я вышила 3 снежинки спереди игрушки и 3 снежинки сзади. Вот такой замечательный новогодний лось у нас с вами получился. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вяжите с удовольствием! До новых встреч!